Всем привет! В этом видео хочу поговорить о создании учебного плана, а также о тех вещах, на которые нужно обращать внимание, когда вы его составляете, потому что стадий-план является очень мощным помощником в вашем обучении, который приносит вам много пользы и повышает вашу эффективность. А начнем с того, зачем же он вообще нужен. Во-первых, вы принимаете очень много решений за один раз. То есть, когда вы составляете план, если вы правильно к нему готовитесь, если вы собираете все данные, всю информацию и так далее, и правильно распределяете время, то вы из недели в неделю, придерживаясь этого плана, снимаете с себя очень большое количество нагрузки по планированию, потому что правильное планирование помогает вам эффективнее справляться с вашими задачами, а если вы это сделали заранее и пользуетесь этим планом, то вы, по сути, один раз потратили энергию, сделали этот план и дальше им пользуетесь, соответственно. А дальше вы вырабатываете привычку, ту самую прекрасную привычку к обучению, которой все так стремятся и которую все так хотят. Она вырабатывается за счет регулярных повторений. То есть вы составили план, вы регулярно занимаетесь в одно и то же время, изо дня в день, из недели в неделю, и за счет этого вы автоматически получаете привычку заниматься, учиться, что позволяет вам не применять никакие другие методы, вдохновение, мотивацию, силу воли, ничего. У вас просто привычка, что вы в определенные дни садитесь и учитесь, что опять-таки снимает с вас большое количество энергии, которую вы тратите на то, чтобы заставить себя учиться. Здесь же вы не будете себя заставлять учиться. И, конечно же, при хорошо и грамотно составленном стадий-плане вы точно будете все успевать. Следующий момент, который позволяет сделать составление стадий-плана, это более равномерное распределение вашей нагрузки учебной, потому что обучение — это очень сложный когнитивный процесс, который занимает очень много сил, энергии, это очень утомительный процесс. И если вы правильно распределяете нагрузку, то есть равномерно каждый день вы определенное количество часов учитесь, а затем еще отдыхаете, то ваш мозг успевает за вами, вы не так сильно устаете, вы все успеваете и так далее. И также это помогает подстроиться под все ваши дела. То есть если вы изначально закладываете определенные часы в неделе на то, чтобы учиться, то все-таки не залазьте в них другими делами, но также вы сможете выявить заранее окошки, где вы можете заниматься другими делами. Плюс такой стадий-план очень сильно помогает для работающих людей, которые смогут составить более грамотно свое обучение, то есть понимать, где, когда и чему они будут учиться заранее. И теперь, наконец-то, составление учебного плана. Первое, что нам нужно, это, конечно же, подготовка. Хороший подготовительный процесс – это 90% успеха, поверьте мне. Если вы все правильно сделаете, то вы сделаете себе максимум пользы, вы повысите свою эффективность, потому как в подготовку входит сбор всех данных. То есть вы точно должны просчитать, сколько времени в неделю вам нужно учиться, какое количество занятий вам нужно посещать, сколько они занимают, сколько это по времени, сколько вам нужно читать, какой объем и так далее. То есть вы должны выведать у ваших преподавателей, либо сами себе определять в случае самообучения, сколько вам нужно времени. Для этого первые недели, если вы еще вообще никак не обучались, нужно просто за собой понаблюдать, посмотреть, последить за временем, позаписывать, понять, сколько времени на чтение, на письмо и на все остальные процессы уходит, и тогда уже составлять более полную картину. Следующий момент, который тоже нужно сделать обязательно, это анализ своего дня. То есть не только свое обучение, но и в целом, чем вы в течение недели занимаетесь. Возможно, у вас есть какие-то определенные деятельности, которые из недели в неделю или раз в месяц происходят, и вам нужно их делать. У вас, возможно, скорее всего, есть какие-то домашние обязанности, есть какие-то деятельности, в общем, которые вам нужно обязательно делать. И их придется учитывать при составлении учебного плана. А также я очень надеюсь, что вы не будете забывать про такие вещи, как сон, отдых, а также передвижение. Что я имею в виду? Когда мы очень много учимся, нам нужно полноценно отдыхать. И вам нужно эти блоки прям забивать заранее, что в эти дни вы будете отдыхать, или в эти моменты вы должны давать себе передышку, так как если вы полностью все закрасите весь свой день учебой, ничего от этого не случится. То есть вы не будете в любом случае продуктивно учиться все это время. Всем нужен отдых, всем нужно переключение, вам нужен обязательно нормальный сон, потому что именно во сне происходят очень многие процессы,
процессы, которые помогают в нашем обучении, например, такие как консолидация, то есть обработка и запоминание информации, которую вы получили в течение дня. И по поводу передвижений, особенно если вы учитесь в университете, вы должны понимать, что вам нужно перемещаться, вам нужно ездить, вам нужно ходить, выходить и так далее. Это время. Это тоже занимает время. И это тоже нужно учитывать. Просто не забывайте об этом. А также, конечно же, на поесть обязательно оставляйте себе окошко для того, чтобы полноценно кушать. Это тоже очень важно. Пожалуйста, не забывайте об этом. Ну что ж, теперь непосредственное составление учебного плана. Когда вы провели достаточно хорошую, подробную подготовительную работу, в принципе, вам остается только вписать нужные вам блоки в нужные вам дни. То есть, когда вы хорошенечко проанализировали каждый свой день, вы понимаете, что тогда вы можете, тогда не можете, тогда у вас много энергии, там вам нужно добираться, там вам нужно пересадиться и так далее. Если это университет, то, в принципе, все просто, потому что вы просто вначале забиваете все свои лекции, то есть записываете их на неделю, и затем распределяете все остальное время, которое вам нужно для учебы, в те промежутки, которые у вас образовались. Но за счет того, что, повторюсь, вы, надеюсь, уже сделали хорошую подготовительную работу, вы понимаете, где они у вас есть, где они не навредят вам, где они будут полезны и так далее. То есть распределяем все это равномерненько по вашей неделе. Повторюсь, равномерно это все распределяем без каких-либо перегибов. Также не забывайте, что существует такой закон, что на один лекционный час приходится 2 часа подготовки, либо постобработки информации. То есть, если вам дают какую-то информацию до лекции, вы обязательно должны ее разбирать, но также вы должны обязательно каждую лекцию после того, как вы ее прослушали, посидеть, разобрать. Это не только выполнение каких-то непосредственных заданий, это просто работать с информацией, наполнение, уточнение, расширение ваших знаний, и на это обычно требуется около 2 часов, то есть на один лекционный час приходится 2 часа постобработки. Если же вы самообучаетесь, то в этом случае вычислить свое время можно за счет того, что вы берете максимум того времени, которое вы можете посвятить учебе, и равномерно стараетесь распределить по неделе для того, чтобы вы так интервальненько, хорошо учились без перегибов. Повторюсь, не нужно назначать себе 5 часов бесконечной учебы, лучше это все разбить. И вот по поводу слоеного пирожочка, о котором я часто говорю, одним и тем же предметом лучше не заниматься больше 2 часов. Ну, то есть, когда вот вы интенсивно учитесь самостоятельно, лучше этого не делать. Больше 2 часов, потому что нашему мозгу нужен отдых и переключение. Так как если вы будете делать это, во-первых, без отдыха, во-вторых, без переключения, то информация будет наслаиваться, она будет уже спорить друг с другом, и в итоге по результатам такого обучения оно будет в принципе бесполезно, потому что количество информации, которую вы запомните, будет достаточно мала, вы только устанете, а смысла от этого не будет. Поэтому, если у вас много предметов, то старайтесь так, чтобы не больше 2 часов вы одним предметом занимались. Потом лучше сделать большой перерыв, внутри тоже нужно делать перерывы обязательно. Затем после 2 часов, если после часа-двух сделать большой перерыв и переключитесь на что-то другое. И последний момент, который я хочу упомянуть в этом блоке по поводу экзаменов. Когда у вас появляются намеки на то, что будут экзамены, вы понимаете, что вы уже в принципе можете к ним готовиться, потому что у вас достаточно информации, что там будет, в какой форме, возможно, уже есть тестирование или еще что-то. И в этом случае лучше их сразу тоже вписать в ваш стадий-план, но нужно учитывать то, что когда вы готовитесь к экзамену, когда вы повторяете, и когда вы получаете новую информацию, это 2 разных когнитивных процесса. Они очень сложные, и лучше их не смешивать. Такие блоки лучше разносить в течение дня, лучше в несколько дней. То есть один день вы готовитесь, один день вы учитесь. Это лучший вариант, потому что, повторюсь, это 2 разных процесса, которые не должны соприкасаться. И под конец хочу сказать, что относительно вот этого стадий-плана, который я делаю в видео, я делала именно под себя, за счет того, что у меня есть очень много особенностей в моем обучении, в моем самообучении и так далее.
все это я буду рассказывать в другом видео, где я буду говорить о своей папке, которую вы тоже видели в этом видео, и вот о стадий-плане, о папке, о том, как я организую свое обучение, как я организую свои материалы и так далее. Все это будет в следующем видео, не переживайте. А на сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.